Так, ребят, всем привет! Сегодня 4 мая у нас. И сегодня я занимаюсь тем, что проверяю своих пчел на назематоз. Ну вот решил такое видео сделать. Видео, скорее всего, это не для новичков будет, а более так для продвинутых пчеловодов, кто занимается вот как раз исследованием своих пчел, вот, следит за здоровьем. Ну, в общем, я сейчас покажу, как я это делаю. Вот, если кому-то будет интересно, смотрите, кому не интересно, идите дальше. Вот. Ну и поехали, в общем. Что нам нужно будет для исследований, значит. Обязательно нам понадобится микроскоп, ребята. Этот микроскоп с увеличением 400-кратным. Вот, меньше не имеет смысла приобретать, потому что, ну, вы там чуть просто не увидите. Вот, то есть 400 крат увеличения это то, что может вам подойти. Остальные все не подходят. Значит, далее, ребята, э, ну, собственно, давайте вот про пчел поговорим. Вот здесь у меня образец пчел. Значит, пчел я собираю с летка. То есть это летные пчелы обычные. Вот. К сожалению, да, их надо умертвлять. Я ложу их в морозильную камеру, ну и там они погибают. К сожалению, другого способа проверить пчел на назематоз не существует. Вот, ну, собственно, для образца нам надо где-то от 15 до 25 пчел, ребят. Значит, вот в таких они у меня емкостях находятся. И вот видите, я обычно пишу номерочки на баночке, и этот номер соответствует номеру улья. Вот. Значит, нам понадобится, ребята, вот такая ступка. Если нет ступки, можно использовать обычный целлофановый пакет. Насыпали туда пчел, перемолотили их какой-то баночкой там или чем-то, добавили прям в этот же пакет водички. И довели его до такой суспензии. Ну, сейчас увидите, как я это делаю. И, собственно, этот образец уже считается готовым. То есть не особо там заморачивайтесь с этими ступками. Вот мне так просто удобнее со ступкой, поэтому пользуюсь тем, что у меня есть под рукой. Вот. И, ребята, понадобится пипетка. Вот, если нет пипетки, обычная какая-нибудь там палочка, ложечка, что-нибудь, чем вы можете поднять одну капельку. Нам больше одной капли для образца не понадобится. Значит, давайте просто сейчас по-быстрому, что такое назематоз. В общем, это болезнь кишечника у пчел. Обычно явные вот эти вот признаки назематоза – это опонашивание. То есть обычно это даже чаще встречается зимой, когда вы достаете рамки, они все в этих испражнениях. Вот. И, собственно, к чему приводит эта болезнь? К тому, что у пчел разрушается кишечник. Вот, они, соответственно, теряют свою продуктивность, погибают. Вот, ну и, соответственно, вся семья просаживается, и, соответственно, и медосбора никакого не будет. Вот, есть еще версия, что из-за наземы происходят слеты пчел. Ну, никто это еще пока научно не доказал. Вот. Продолжаем, ребята. Значит, что нам еще понадобится? Вот такие предметные стекла. Вот. Пинцет не обязательно. Ну и емкость с водичкой. Обычная водопроводная вода. Вот, для тестов подходит. Вот, я еще вот пользуюсь, ребята, шприцом для дозировки воды. Вот, то есть он у меня на 10 миллилитров. Вот, можете использовать любой. Значит, расчет у нас такой, что на каждую пчелу у нас идет 1 миллилитр воды. То есть теперь мы, собственно, приступаем к самому процессу. Ну и самое первое, я просто посчитаю, сколько у меня пчел в наличии. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10. Немножко маловато для теста. Ну, подойдет. Значит, высыпаем пчел в ступку. Вот, набираем 10 миллилитров воды. Добавляем. И все это замешиваем. Замешиваем, ребята, до состояния такой суспензии. То есть надо хорошенечко их перемешать. То есть нас больше всего интересует это содержание желудка. Вот. В общем, качественно перемешиваем.
Значит, обычно такие тесты делаются где-то 3-4 раза за сезон. То есть раз в 3 месяца делается. Ну, то есть, понятное дело, там после выхода с зимовки, вот, перед медосбором и уже там осенью где-то, когда начинается подготовка семей к зимовке, делается проверка. Ну и уже поздней осенью можно сделать еще одну проверку, дабы убедиться, что с семьями у вас все в порядке. Ну, где-то так, ребята, вот такая у нас должна получиться масса. Вот, образец надо брать побыстрее, ребята, чтобы он не успел сесть у нас, вот этот вот раствор, потому что результаты могут быть не очень хорошими, если оно успеет осесть. Еще раз подмешал, и, собственно, там одной капли достаточно будет. Далее мы эту каплю переносим на предметное стекло. Вот. И с помощью второго предметного стекла, ну, вообще, ребята, по уму это надо положить сверху вот это предметное стекло и тогда уже ставить под микроскоп. Ну, так как у меня, м, ну, при увеличении в 400, там у вас практически линза будет упираться в стекло, и у меня, в общем, два стеклышка предметных не помещаются. Просто физически не помещаются. У меня сразу же объектив начинает упираться в стекло. Все, вот так я размазал это дело и ложим на предметный стол. Вот. И теперь посмотрите вот на экран. Значит, как выглядят споры назематоза? Вот мы их можем видеть, ребята. Раз, два, три, четыре, пять. Вот еще шестое появляется. Вот сейчас я делаю, сразу фиксирую, делаю снимок экрана. Вот, и сделаю сразу же запись, ребята. Значит, у нас это образец номер 71. Вот. Значит, ставим сюда номер 71. Значит, эти номера, ребята, которые я на баночках использую, это номера моих ульев, с которых я брал образцы. Вот. Next, next. Финиш. Значит, ролик будет записываться в течение 10 секунд. Вот. И вот что у нас сейчас записывается, ребят. Здесь видно, что у нас запись идет. Все, запись прошла. Все, сейчас я нахожу еще пару других ракурсов. Вот. И делаем еще очередные снимки. Здесь тоже видно, значит, раз, зерно, два. Вот это, наверное, 3, 4. Вот, возможно, вот это 5, 6. Вот. Все, делаем снимок. Вот. И ищем еще третий ракурс. Обычно делает там 3-5 ракурсов для подсчета. Вот еще один подойдет нам. Все, сделан снимок. Теперь давайте разберемся, ребята, что мы здесь видим. Ну вот да, вот сейчас вот раз, два, три, четыре, пять у нас вот этих зерен спорноземы. Значит, чтобы вы понимали, о чем это говорит. То есть вот в данном случае у нас семейка в отличном состоянии, то есть всего 5 спор на один экран. Мы там на предыдущих экранах, которые я фотографировал, вы тоже видели, что там их совсем немного было, там, ну, максимум там, может быть, там меньше десятка точно. Вот. Ну и, собственно, хорошим показателем считается где-то от 10 спор до 20 спор. Это хороший результат. От 20 до 100-150 это средний результат. И выше 150 это уже сильно зараженная семья. То есть, если вы увидите, что у вас вот прям вот много-много очень вот этих ресинок,
вот, ну, их так называют, ресинки, как похожие на рис, да, вот, то, значит, у вас семья уже там имеет большие проблемы, скорее всего, что эта семья у вас погибнет. Вот, в данном случае все хорошо, переживать не о чем. Вот, в общем, все, мы этот результат записали и будем сохранять. Вот у меня такие есть папочки, сейчас я вам покажу, ребята. Ну, то есть вот так у меня выглядит, собственно, как я сохраняю. То есть 3 изображения и одно видео. Вот. Ну и, в общем, вот это номера у меня ульев. Каждому уле присвоена своя папочка вот эта. Вот. И отдельная папка для видео. Все. И, собственно, у нас стоит дата. Вот 4.05.26 года. 26 года. Все. Так у нас сохраняется это. И мы можем контролировать. Там, через определенное время мы эти же будем ули просматривать. И будем делать выводы, что у нас происходит в семейке. Вот, я не знаю, ребят, если это было вам видео полезно, я просто вот по ходу жизни занимался как раз этими тестами, ну и решил вот так запилить вот такое видео. Вот, возможно, кому-то это будет интересно. Вот. Для новичков, ну, пока это рановато, конечно, но потом в будущем вам, может быть, предстоит тоже с этим столкнуться. Вот, хорошо, всем мира добра, ребята, всего хорошего и до следующих видео. Пока.